Привет всем любителям пчел. Хороший вопрос задают. Нужно ли после медосбора сокращать пчел и когда? Так вот, скажу я свое мнение. Лично я после медосбора пчел не сокращаю. Но нам это позволяет погода, потому что у нас сейчас по 30 градусов жары в августе месяце. И это будет практически до начала сентября. Поэтому 30 градусов жары пчелы не замерзнут. Поэтому сокращать их смысла особо нет. Если же вы живете где-то там более севернее и у вас холода настают, то тогда, конечно, вам пчел надо сократить. Потому что сейчас главное наращивать пчелу на зиму. Наращивать пчелу на зиму. И еще раз наращивать пчелу на зиму. Если видите, что холодно, надо утеплять гнезда, значит сокращаем, утепляем. Я не сокращаю и не утепляю. Мало того, я даже рамок из улья не вытягиваю. Почему не вытягиваю, я когда-то рассказывал. Потому что моль ест рамки. А пока в рамках есть хоть немножко меду, и пчелы шастают по тем рамкам, которые остались в улье, моль в рамках не заводится. Таким способом я отдаю рамки под охрану самим же пчелам. Что делают в это время пчелы после медосбора? Во-первых, количество пчел резко уменьшается, потому что отходит та пчела, которая уже, скажем так, скопытилась на медосборе. Объем пчел уменьшается. Значит, часть улья, лежака, допустим, я в лежаках работаю, остается невостребованная. Что надо сделать? Надо закрыть летки на той половине улья, которая пчелами не используется, чтобы там не ползали воровки. И в то же время я оставляю полный комплект рамок под охрану пчелам, чтобы они охраняли ее от моли. Жара у нас по 30 градусов, по 28, по 30, пчелы в этом случае не замерзнут. Если же вдруг у нас случится так, что похолодает там до 20 градусов, до 22, ну по-всякому бывает, то тогда слабые семьи обязательно надо все рамки лишние вытянуть, оставить только те, которые обсиживают пчелы, и утеплить, чтобы пчелы могли нормально обогреть расплод. Если же семья сильная, а сильная семья это которая занимает не меньше 8 рамок пчел, а даже лучше, если занимает больше в это время после медосбора, потому что еще не вся пчела отошла в мир иной. Ну вот здесь пчела занимает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рамок. 13 рамок семья занимает. Вот такую семью можно не сокращать, потому что пчелы в этой семье сами компактно сократятся и, скажем так, они способны обогреть свое гнездо без всяких сокращений. Сильная семья сама себя обогреет, она самодостаточная. Слабая семья сама себя обогреть не сможет. Слабые семьи надо утеплять, если вдруг похолодание. Уже в своих видео я рассказывал, для того, чтобы работала матка полноценно, средняя, статистическая, надо в семье, чтобы было 12 рамок пчел. 12 рамок пчел полностью обеспечат уход за одной маткой. Ну, то есть за тем расплодом, который она может дать. Ну и кроме того, надо кому-то еще летать немножко за медом. Потому что какой-никакой поддерживающий взяток еще есть. Так вот, 12 рамок для того, чтобы матка нормально работала. И там 2-3 рамки пчел, которые будут летать за медом. Ну и либо воровать мед у соседских пчел, тоже правильно. Итого на это время семья вот 14-15 рамок вполне для семьи достаточно. Этого хватит с головой. Этого количества пчел хватит для того, чтобы нормально семья в августе месяце отработала, вырастила расплод максимально возможный и пошла в зиму. В зиму семьи, как вы знаете, сильные считаются 10-12 рамок. В южных регионах 8-10, потому что в южных регионах, скажем так, тепло держится больше и больше отход пчелы осенью. А особенно в этом году будет такой же сильный отход пчелосемей, как и в прошлом году. Может чуть меньше. Так показывает клубника, а клубника не врет. Так вот, если у вас семья больше, чем 15 рамок, допустим, там семья у вас 18 рамок, там 19 рамок после медосбора, то вот эти лишние рамки вы можете использовать для того, чтобы усиливать ваши слабые семьи, то есть слабышей. Можете часть пчел забрать и отдать в слабые семьи. Большой урон сильной семье вы этим не нанесете, потому что пчела им это в принципе уже не нужна, она как бы лишняя, но зато поможете слабым семьям. Вот сейчас в такое время надо сделать вот эту работу. Посмотреть, в каком состоянии семьи после медосбора. Сильные семьи сами себе разберутся, главное обеспечить место матки, куда откладывать яйца. А вот со слабыми семьями надо сейчас поработать. И если вдруг они слабые и видите, что совсем слабые
меньше 4 рамок пойдут в зиму, меньше 4-5 рамок, значит такие семьи надо усилить обязательно. И вот этой работой надо сейчас заниматься, что я, собственно, и буду делать. Вот такое вот видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я жадный до лайков. И подписываемся на моих очень прекрасных пчелок.